Топ-5 шагов идеальной химчистки потолка. Сейчас мы с вами разберем самые популярные вопросы касаемо химчистки потолка. У нас шикарный автомобиль, который 15 лет в одной семье. Здесь никогда не делали химчистку. Вы это можете сами увидеть по состоянию потолка. Поэтому погнали делать с кайфом. Первое, что необходимо сделать, это его пропылесосить, потому что надо подготовить поверхность. На потолке у нас скапливается большое количество пыли, и большое количество людей делают как? Берут и эту грязь, пыль просто размазывают по потолку. Если вы пропылесосите потолок, вы сразу же увидите разницу, ребят. Вот вам живой пример того, что нужно пылесосить потолок. Я просто пропылесосил, он уже чистый. Обязательно ли снимать ручки и козырьки при чистке потолка? На большинстве автомобилей их нужно снимать для удобства очистки самого потолка. Но есть тип автомобилей, у которых можно легко просто туда залезть губочкой. То есть там, где мы достаем, условно говоря, мы можем не снимать. Там, где не достаем и не можем залезть в труднодоступные места, необходимо демонтировать навесные детальки на потолке. Главное добиться хорошего результата. Если что-то мешает, мы это дело берем, снимаем. По поводу выбора состава. У нас идет текстайл. Почему? Потому что он pH-нейтральный, не содержит в себе никаких жестких растворителей, гидроксида натрия, если ты знаешь, о чем я. Данный состав легко вымывается с поверхности, просто влажная фибра, хорошенько протираешь, и у тебя весь составчик уходит с поверхности. Так что не надо переживать за то, что состав у нас останется в потолке, либо на поверхности. Он с легкостью удаляется просто влажным микрофибровым полотенцем. Учитывая это при выборе состава, когда делаешь химчистку потолка. А можно ли использовать моющий пылесос при очистке потолка и какие последствия, если его использовать? Для очистки потолка мы не рекомендуем использовать пылесос с подачей воды, потому что вы намочите клеевой слой, и в дальнейшем при последующей химчистке или через одну химчистку есть возможность того, что потолок просто провиснет. Это может не произойти прямо здесь и сейчас, а при последующей химчистке. Поэтому мы не рекомендуем использовать пылесос с подачей воды для чистки потолка. Саша, если на потолке имеются пятна, устойчивые от никотина, как их можно убрать? Уберет ли их текстайл или нужно прибегать к каким-то другим составам? Как раз таки в текстайле у нас добавлен делюманен, что позволит удалить данные загрязнения. Но если вы предварительно пропылесосите, то этих загрязнений уже будет намного меньше, потому что никотин, он ложится на поверхность, он туда вовнутрь сильно не проникает, условно говоря. Поэтому правильная подготовка, хорошая концентрация состава, и все с легкостью у нас удалится. А если это следы от плесени? Смотря какая плесень. Плесень, она может быть уже глубоко внутри. Если она глубоко внутри, тут в 90% случаев полностью вы оттуда не уберете. Здесь лучше взять, поменять потолок. Но попробовать можно. Для этого используются определенные средства. Какие именно средства, ты можешь узнать, приехав к нам на обучение. 5-дневный курс по химчистке и полировке. В описании будет ссылочка. Оставляй заявку, с тобой свяжется менеджер и более подробно тебе об этом расскажет. А если на потолке имеются следы от шариковой ручки или маркера, к примеру? В первую очередь надо на незаметном участке попробовать состав на делюманене Orange прокатывающими движениями. То есть нельзя наносить на поверхность. А вообще я рекомендую, ребят, если такого рода загрязнения есть, езжайте в детейлинг-студию. То есть самостоятельно вы можете просто испортить поверхность, потому что там надо деликатно, с пониманием, с опытом подходить к таким загрязнениям. Но в таком случае мы пользуемся составом Orange. Третий шаг – это правильное распределение состава по поверхности. И самое главное, ребят, это внимательность при очистке потолка, чтобы не допустить, так сказать, нюансик. Самое основное, вот эти загибы нужно не забывать проходить. Их забывают. Почему? Потому что неудобно туда подлезть и посмотреть, намочил ли ты его. Если есть какие-то очень сильные пятна, то мы работаем сначала по ним. Как мы работаем? Помним? Сначала просто влажной фиброчкой попробовать, убирается или нет. Если нет, то по нарастающей уже дальше идем в зависимости от пятна. Если мы еще знаем, что это за пятно, то вообще отлично и шикарно.
Мы вот так наносим. Не надо вдавливать, а надо под углом 15 градусов где-то. Вот так вот. Оп, распределили. Какой-то участок для себя сделали. И начинаем прорабатывать. Желательно вот так не делать. Делаем в одну сторону, в какую-то, да. Ну, таким образом мы волей-неволей будем давить на саму поверхность, и у нас могут просто образоваться ворсинки, да, мы будем их, отрывать. А таким образом мы можем контролировать давление на саму поверхность. Кать, расскажи, как тебе вообще сам процесс? Тяжело ли это? Сложно ли? В общем, расскажи честно, что ты думаешь о процессе детейлинга, химчистки потолка, да. Во-первых, надо немножко быть физически, не немножко, а конкретно надо быть физически подготовленным. В принципе, чистить все довольно-таки легко, потому что у нас есть чудо-средства. Четвертый этап и самый важный, потому что на данном этапе мы должны собрать химию, которая у нас есть на поверхности потолка. Как это сделать? Влажное микрофибровое полотенце и хорошенечко протираем по самой поверхности, собирая всю химозу. Ее надо вот так немножко взбодрить, чтобы ворсинки вот эти появились. В 4 складываем. Вот тут в разные стороны, но без давления. Нам просто нужно химозу собрать. Если вы будете вдавливать, вы будете повторно опять начинать чистить, а нам надо химию оттуда вытащить. И самое главное, не забыть проработать вот тут. Если мы начали делать потолок, нам нельзя пойти покурить, пописать, чай попить. Мы его начали делать, мы его делаем от начала и до конца. Текстайл у нас не содержит, повторюсь, гидроксида натрия, жестких растворителей, которые остаются на поверхности. Поэтому влажное микрофибровое полотенце, немножко терпения, и у нас все будет получаться шикарно. Наш состав устраняет неприятные запахи? В любом случае, если очаг запаха на потолке, и мы его почистим, то запах у нас пропадет. Но если человек долгое и продолжительное время курит в салоне автомобиля, также это оседает на пластике, на сиденьях кожаные, тканевые, на полу, поэтому нужно в таких случаях делать полную химчистку. Если говорить об составах, которые создают туман, они могут немножко загасить этот запах на небольшой промежуток времени, там 2-3 дня, неделю, и потом этот запах опять у нас появится. Поэтому сделать химчистку всего салона — это будет верное решение. Тут надо отталкиваться от степени загрязнения, я бы так сказал. У меня вопрос. Я курю электронные сигареты, как они называются? А ты знаешь, что они содержат? Глицерин. Да. Вот. Глицерин оседает на потолке, На стеклах, на всем. на И всем, на и на легких. мне. Да. Этим средством оттирается ли глицерин? Да. То есть ткани, с потолка. Знаешь почему? Почему? Потому что там есть содержание долюманена, небольшое. Как раз таки вот Которое для растворяет. этого оно там и есть. В принципе, можно легко удалить Да. из пластика. И с пластика, и с поверхностью. В некоторых случаях можно даже прибегать к нанесению на стекло. То есть протереть стекло сначала этим составом, а потом взять состав для очистки именно стекла и протереть потом им. Будет меньше оседать? Нет, просто быстрее ты это уберешь. Быстрее просто Да. уйдет. Не будет разводов вот этих Да. маслянистых. Все верно. Пятое, немаловажное, это контрольный осмотр. Здесь нужно уделить внимание загибам прилегания у нас к лобовому стеклу, заход за резинки. Там обязательно нужно проверить, и в случае, если мы там не сделали, это нужно дело доделать. Надо это сразу смотреть. Если у вас потолок высохнет, и вы начнете это делать, то у вас останутся ореолы.
пятнышки, разводы на поверхности потолка. Как долго вообще потолок сохнет после процедуры, если делать его самостоятельно, автолюбителю, там, в гараже? Если делать все по инструкции, как я сейчас рассказал, хотя бы придерживаться вот этих 5 пунктов, то потолок высохнет в течение 30-40 минут. А если пренебрегать данным критериям, которые я рассказал, то, возможно, потолок будет сохнуть 2-3-5 часов, либо день. Все зависит от того, как вы его сильно намочите. Если вдруг я сделал потолок по технологии, все сделал правильно, как положено, а он взял и провис. Первое. Если у нас есть полости, загибы на потолке, обратить на них внимание. Если потолок до этого неправильно чистился, то там, скорее всего, уже материал будет отходить от поверхности. Потрогать его рукой, то есть посмотреть, движется у нас материал или нет. Если движется, то химчистку делать нельзя. Тут 100% вы сделаете химчистку, и он провиснет. Другими вариантами и способами ты, к сожалению, никак не определишь, провиснет у тебя потолок после химчистки или нет. Если после химчистки потолка по технологии ворс свалялся? Если потолок делать по технологии, то ворс никаким образом не скомкается, не закрутится, если это делать аккуратно. Тут вопрос в другом немножко. Если уже ворс закрутился, ты сделал химчистку, и он стал еще больше, можно взять, побрить. Каким образом? Расскажи подробнее. Слушай, я не помню, как эта штучка называется, такая для катушка, электрическая на батарейках. Ей можно спокойно это дело сделать. Вы были на канале Detail AutoCAD, с вами был Александр Шишкин. Мы с вами разобрали 5 шагов идеальной химчистки потолка. Если хочешь делать правильно, делай именно так. Всем пока, до новых встреч, увидимся с вами ровненько через неделю. Пиши комментарий, ставь лайки и подписывайся. Иди на ручки. Иди-ка. Ты опять котеночек, да? Ты котеночек? Ты на ручки к попе залез, да? Вот, теленок мой, теленочек.